Всем привет! В данном видео я буду разбирать вот такую стиралку, автомат. Посмотрим, какая у нее конструкция, как она разбирается, какие металлы содержит и в каком количестве. Я думаю, это будет интересно и мне, и вам. Ну что, погнали! Начнем разборку с задней части. Снимаем крышку вот эту. Дальше откручиваем вот эти два болта и снимаем верхнюю крышку. Крышка снимается вот таким принципом. Подтягиваем на себя и поднимаем вверх. Вот и все. Появляется вот такая картина. Вот так все выглядит. Электромагнитные клапана, датчик уровня воды, конденсатор, сам блок управления, ну и проводка и сам водяной бак. Ну что, разбираем дальше. Теперь снимаем провод питания. Вот и все. Дальше откручиваем два болта и снимаем конденсатор. И вот наш конденсатор. Вот так он выглядит. Дальше снимаем датчик уровня воды. Отключаем фишку. Снимаем скрепление. Отключаем шланг. И вот такой стоял здесь датчик уровня воды. Как видим, электронный, а не механический. Дальше снимаем электромагнитные клапана. Отключаем и снимаем. А также снимаем и водяные шланги. Вот такой стоял комплект электромагнитных клапанов. Дальше снимаем проводку. Дальше снимаем сам лоток. Он снимается вот таким принципом. И снимаем саму панельку с блоком управления. Вот такой блок управления стоял. Вот такая плата. Дальше снимаем консольку, там где был установлен лоток. Дальше снимаем противовес. Противовес из бетона, очень тяжелый. Дальше снимаем спружины, а также затягиваем сливной шланг в середину стиральной машины. Дальше снимаем саму дверку и переднюю панель. Дальше снимаем амортизатор. Дальше снимаем боковой противовес, а также и нижний противовес. Дальше снимаем сливной водяной насос. Теперь снимаем весь полностью металлический каркас. Дальше снимаем уплотнительное резиновое кольцо. А также водяные патрубки и один амортизатор. Отключаем дальше тен. Снимаем датчик температуры, откручиваем тен и снимаем. Вот такой стоял тен, вот такой конструкции, и вот так он выглядит. Дальше отключаем шланг от датчика уровня воды, а также и саму проводку. Дальше снимаем ремень и сам двигатель. Вот сам двигатель с проводкой. Дальше откручиваем шкив на барабане. Берем головку на 24 и откручиваем. При помощи гайковерта
Как видим, здесь сам шкив вот такой конструкции, металлический, в виде тарелки. Вот что происходит, когда перегружаем стиральную машину с подшипником. Видите? Разваливается. Все, даже шариков нет. Дальше разбираем, так сказать, рассоединяем каркас сам. Вот. Хана внутренней части одной, где был установлен подшипник. Видите? Какие посадочные места. Вот сам барабан. Даже успела соржаветь. Офигеть. Оба подшипника спиленные. Дальше снимаем сам тройник вместе с осью. Вот такой стоял тройничок. Кроме оси, это все алюминий. Итак, остались только две части. В этой части ничего нету ценного, только пластик. В этой части, вот здесь внутри, есть металлическая деталька. Она заплавлена в пластике, ее не снять никак, кроме кувалды. Поэтому будем снимать при помощи кувалды. Вот так она снимается. И вот такая чугунная деталь. Итак, вот окончательный результат. Вот сколько металлической жести. Примерно килограмм 20-25. Дальше у нас вот столько тяжелого металла, железа. Это болты. Сам корпус для подшипников из чугуна. И сама ось стальная. Ну и алюминия где-то 2 килограмма. Вот такая кучка. Ну и меди вот такая кучка проводов. Ну примерно где-то 1 килограмм. А также вот такие оставил детальки от стиральной машины. Это сам тен с датчиком. Он рабочий. Датчик уровня воды. Конденсатор. 2 электромагнитных клапана. Если их разобрать, то там есть медь. Примерно грамм 150-200. Замок электрический дверной. Также там есть медь. Ну и 3 амортизатора. Дальше состоял у нас блок управления вот с таких 2 плат. И еще был вот такой водяной насос. Как видим, в нем есть медная катушка. Там есть медь. В данной катушке примерно есть меди грамм 250. Ну и конечно же вот сердце нашей стиралки. Это двигатель. На данной стиралке стоит двигатель большой. Вот такой он. Как правило, в нем есть цветные металлы. Если кому-то интересно, какие двигатель содержит цветные металлы и в каком количестве, у меня есть на канале видео, я там все рассказываю. Вот как-то так. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.